Россия срочно запрашивает переговоры. Впервые с начала войны Кремль открыто показал свою слабость. Официальное заявление МИД. Лукашенко не выдержал. Беларусь капитулирует и выходит из войны. Какое послание передали Зеленскому из Минска? И как на все это отреагирует в Москве? Досмотрите. Москва под прицелом. Новая ракета Украины уже готова ударить по российской столице. Есть один нюанс. Армия разворачивает оружие против Кремля. Экстренное обращение к Путину, ввод военного положения в РФ и новая масштабная волна мобилизации, бунты и полный разгром режима. Отметим то, на что не обратили внимания другие. Узбекистан лишился части территорий, 2 населенных пункта перешли к другой стране, без единого выстрела. Что произошло? Это и многое другое к утру пятницы, 26 июня. Доброе пятничное утро. Последний день рабочей недели, и спасибо, что начинаете его вместе с Нехтом. Я Степан Путила, мы начинаем. Россия уже не просто запрашивает, она начинает буквально молить о переговорах, и это самый громкий сигнал слабости за всю войну. Еще вчера Кремль все отвергал, никаких переговоров с неонацистами, а сегодня его рупоры наперебой запели про мир. Лавров объявил, что Москва готова к столу хоть сейчас, но тут же, кажется, испугался собственной мягкости. У нас, может быть, по простодушию очередной раз получится как-то ввести в заблуждение, но мы сейчас на особом чеку. Прямо жертва, которую все обижают, а не страна, 5-й год равняющая с землей чужие города. Параллельно с министром странных дел приполз и шеф ФСБ Бортников. Тоже обозвал Зеленского террористом, но сквозь зубы выдавил главное. Говорить-то больше не с кем, других в Киеве нет. То есть и для них террорист номер 1, единственный, кому кроме заведения уголовных дел нужно еще и идти на поклон. Полномочия которого давно истекли. И в соответствии с нормами международного права этот факт лишает его каких-либо иммунитетов. Но пуще всех во всем этом запутался сам Путин. В один и тот же день умудрился заявить, что предпосылок для переговоров нет, а через пару часов, что Россия к ним готова. Левая рука не ведает, что творит правая. Верный признак того, что в Кремле занервничали. Правда, условия Москва тащит все те же людоедские. Отдайте земли, разоружитесь, снимите санкции. Это не мольба о мире, это требование капитуляции, просто завернутое в плаксивую обертку. И как думаете вы, до чего они в этом дойдут? А пока Москва скулит о мире, Запад голосует за Украину. Деньгами и не только. В польском Гданьске собрался весь цвет Европы. И не с пустыми руками. Еврокомиссия объявила. Уже в четверг Киеву пошел первый транш огромного кредита. 3,2 миллиарда евро. А всего за 2 года Украина получит 90 миллиардов. А канцлер Германии Мерц сказал то, от чего в Кремле скрипят зубами. Украина в новой позиции силы. До Москвы начинает доходить. Россию эту войну не выиграет. Пора садиться за стол, замораживать фронт и прекращать убийства. Вот вам и весь расклад. Одни заливают Украину деньгами и оружием, а Россия в это время выпрашивает переговоры. Чувствуете, как качается чаша? За 2 дня этой конференции мы рассчитываем подписать больше 160 соглашений, более чем на 10 миллиардов евро. Вдумайтесь, пока Москва клянчит переговоры, Украине за пару дней несут больше десятка миллиардов и под 200 сделок на оружие, дроны, восстановление. Деньги, как известно, голосуют громче любых слов. И вот чего Кремль точно боится похлеще переговоров. Помните, мы рассказывали, вся беда Украины была в том, что у нее нет своих баллистических ракет. Ответить России тем же, по сути, не о чем. Так вот, это вот-вот изменится. Украинская компания Firepoint, та самая, что делает крылатые фламинго легендарная, пообещала уже к концу года выпустить собственный перехватчик баллистики, да еще и на пару с немцами. А следом на испытание выходит новая украинская баллистическая ракета FP-9. Бьет на 850 километров и тащит 800 кило взрывчатки. Короче говоря, под прицелом окажется уже сама Москва. Чтобы любой оборонной компании в Украине получить разрешение на испытание, нужен 1 день. А сколько на это уходит в Европе? От полугода до года. Нам нужен 1 день. Если каждое европейское правительство зашевелится быстрее, мы сделаем перехватчики уже к концу этого года. Война, как ни крути, делает Украину военной державой. Беларусь, по сути, выходит из войны и без единого выстрела. Ненаклоняемый Лукашенко прогнулся. После ультиматума Зеленского отключить российские ретрансляторы, что наводили шахеды на украинские города, Минск молча и окончательно сдался. Дроны через белорусское небо не летят уже 4-е сутки. И лишь только спустя неделю гробового молчания Лукашенко прорвало.
Но признать, что прогнулся, не в его стиле. Он надул щеки, будто бы это он сам тут всех осадил, переиграл и наклонил. Я им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Грозно. Вот только дроны через Беларусь летать перестали, а требование Зеленского отключить ретрансляторы Минск молча выполнил. Вот и весь сказ. На словах качество войны изменится, а на деле... Давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. А под занавес выдал и вовсе заветное. Рано или поздно мы будем все равно вместе. Это он, если что, про россиян, белорусов и украинцев. Только вот единство по-лукашенковски выходит специфическое. Это когда один сосед бомбит другого, а третий стоит рядом и снаряды подносит. Разве не так? Поправьте в комментариях. В любом случае, Беларусь годами была Кремлю и тылом, и площадкой для наводки ударов, а теперь этот канал перекрыт. Кольцо вокруг последнего союзника Путина сжимается. Хотя вопрос с бензином с белорусских НПЗ на нужды российской армии пока еще не снят. Народ будто бы кончился, и будут ли бунты? Новая мобилизация в РФ, кажется, на пороге. Тревожных звоночков все больше. Сперва ЦИК ни с того ни с сего утвердил правила, как проводить сентябрьские выборы в Госдуму прямо в условиях военного положения с досрочным голосованием и срочной эвакуацией бумаг в безопасное место. А следом всплыло и главное. Сразу после этих выборов в России якобы готовят новую волну мобилизации. По задумке, свежеизбранные депутаты попросят Путина, и понеслась. Полигоны под десятки тысяч новобранцев уже готовят. Причина простая и жуткая. Людей на фронте не хватает. Один из военных обронил коротко. Народ будто кончился. И народ это чует. В Пензе уже полыхнуло. У проходной сахарного завода человек в штатском пытался скрутить рабочего, а коллеги его отбили и с матом прогнали ловца. Полиция, что характерно, стояла рядом и не вмешивалась, а власти потом неуклюже отмазались. Мол, это был не военком, а полицейский, искал преступник. И заодно пригрозили тюрьмой всем, кто публикует видео. Крутят людей уже и в соседнем Кузнецке. Один его запихал. Третий стоит рядом. Вот третий, который стоит сзади, вот. Вот и вся любовь. Но взорвется ли Россия? Об этом мы эксклюзивно спросили Александра Невзорова, и оптимизма он не подарил. Будет, конечно же, мобилизация или попытка мобилизации. Да, народец будет скалиться, бурчать, проклинать, но он не взорвется. Вот этой критической массы, которая могла бы изнутри взорвать Россию, нет. А вот бывший советский разведчик Сергей Жирнов смотрит на дело иначе, и прогноз у него ровно обратный. Если он объявит мобилизацию, то в России будет революция. И поэтому он сделал эту войну, это первая война, которая является колониальной войной платной. То есть там используются только люди, которые идут на эту войну за деньги. Тем, кто не хочет на войну, ты одновременно даешь в руки автомат. А это потенциал для нового бунта, как у Пригожина, уверяет бывший разведчик. А как считаете вы, будет ли мобилизация и военное положение, а также бунты в России? Полную версию интервью с Александром Невзоровым и Сергеем Жирновым смотрите на нашем канале Нехта Момент. И обязательно подписывайтесь, там еще больше интересного контента. Ну а как выглядит кремлевский боевой дух вблизи, показал главный крикун Соловьев. Гордо заявил, что готов хоть сейчас на фронт бежать, побеждать. И остался в студии держать информационную оборону у микрофона. Побеждать надо. Побеждать. Если для этой цели нужен старый снайпер, я всегда готов. Вообще не вопрос. Дистанции сейчас, конечно, такие, подойти надо, но ничего. И в информационной войне. Воевать, выходит, это для доярки механизаторов, а телефронт тоже фронт. Узбекистан лишился части своей территории, но без всякой войны. Ташкент и Бишкек тихо обменялись приграничными участками. 2 узбекских села в Ферганской долине, где живут около 2500 этнических кыргызов, отошли Кыргызстану, а взамен Узбекистан получил равные по площади земли. Жителям сел дадут кыргызское гражданство. Вот так по-соседски, без единого выстрела, решают территориальные вопросы, пока другие на постсоветском пространстве предпочитают делать это танками.
Военный мятеж в России. Сеть разрывает видео. Мужчина, представившийся ветераном войны, записал обращение прямо к Путину. И за пару часов ролик собрал почти 2 миллиона просмотров. Он рассказывает, что солдат пытают и грабят собственные командиры за отказ выполнять тупые приказы, а потом списывают в пропавших без вести. В конце прямая угроза. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля. Насколько за этим стоит реальная сила, а не отчаяние одиночки, пока не ясно. Проверить личность автора видео невозможно. Но сам факт, что такое открыто бросают в лицо Путину, и это смотрят миллионы, уже о многом говорит. А армию, похоже, потряхивает изнутри. Но на закуску кремлевский цирк с блокировками. Apple взяла и вышвырнула из своего магазина все приложения ВК. ВКонтакте, Одноклассники, Дзен и прочую российско-отечественную гадость, гордость. В России поднялся вой. Переоцененные западные платформы окончательно превратятся в закрытые, мало кому интересные площадки для своих. Такие, знаете, междусобойчики, так сказать, такие острова Эпштейна в цифровом море. Минцифра кинулась судиться и грозить запретить iPhone и вовсе. Apple Inc. признать виновным в совершении административного правонарушения предусмотрено частью 1.1 статьи 13.31 Кодекса Российской Федерации административных правонарушений и назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 тысяч рублей. А Песков снисходительно посоветовал недовольным. А для тех, кто действительно является активным пользователем сервиса, всегда есть моментальное решение проблемы. Перейдите на Android, перейдите на наши системы. Совет хорош всем, кроме одного, самого Пескова. Ведь он, и Медведев, и Соловьев, и многие другие преспокойно сидят на айфонах. Android для народа, iPhone для барина. Но пока чиновники воюют с Apple... Нам пытаются диктовать, какими приложениями надо пользоваться, что читать, писать. Один из них честно проговорил, каково живется простому россиянину под этими блокировками. Ну, я так устал за сутки выключать и включать VPN. Я могу научить, как автоматизировать. Вот вам и вся цифровая сверхдержава. Государство уже спустило на борьбу с блокировками и VPN больше 10 миллиардов рублей, а толку ноль. Народ как сидел в обход запретов, так и сидит. Дон Кихот и тот воевал с мельницами успешнее. Кстати, а VPN, чтобы вас все эти кремлевские игрища не касались, у нас есть свой NextStep VPN. Надежный и быстрый способ оставаться на связи и видеть правду, а не то, что разрешено. Сейчас как раз самое время его подключить. До 30 июня идет летняя акция. Годовые тарифы со скидкой. Подключите один раз, и целый год блокировки будут чужой проблемой, а не вашей. Пока они воюют с Apple и собственным народом, мы держим вам открытый доступ к информации. Все ссылки под видео. Спасибо, что были с нами. Уже вечером свежий выпуск новостей от Нехта. Если подписаны, конечно.